Намасте, с вами Дмитрий Свет. Приветствую вас на моем обучающем курсе, на котором я буду делиться с вами чистым пониманием йоги, полученным у ее носителей в Индии, а также опытом, наработанным за более чем 20 лет занятий и преподавания. Обещаю, что вы будете приятно удивлены глубиной получаемых знаний и качеством подачи материала. Меня, правда, долго готовили к этому, и, похоже, время пришло, поэтому давайте приступим. И начнем мы с самого начала, и это будет вопрос, что такое йога, как она работает и каких целей мы можем достичь, занимаясь йогой. И сколько я не задавал эти вопросы людям на своих семинарах, я получал огромную гамму совершенно разных ответов, потому что единого понимания о йоге, как, например, о солнце, нет. И оно складывается в основном из визуального восприятия того, в каком виде йога нас окружает. А это изобилие различных клубов, студий, направлений, а также множество красивых фотографий и видео с йогической гимнастикой в соцсетях. Поэтому если рассмотреть то, что мы видим на поверхности, то можно подумать, что йога — это некоторые физические упражнения, но гораздо важнее упражнений та внутренняя работа, которую проделывает человек в процессе их выполнения. И даже когда он просто живет, не занимаясь никакими упражнениями, но живет в соответствии с принципами йоги. Слово «йога» переводится с санскрита как «союз», «соединение», «связь». И исходя из этого определения выходит, что йога — это не действие, как мы привыкли, а некоторое состояние человека, когда эта связь случилась и мы ее имеем. И речь идет о некоторой энергетической связи, с одной стороны, которой выступает сам человек, его тело, душа, ум, а с другой стороны некая внешняя энергия, мир, Вселенная, Бог. И если вам сложно сразу воспринять такой глобальный аспект единения, то для начала можно рассмотреть единение на уровне самого человека, когда в союзе, в гармонии находится его тело, ум и душа. Тогда человек имеет все три аспекта здоровья. Это физическое здоровье, умственное здоровье и духовное здоровье. Физическому здоровью в йоге помогают асаны и очистительные техники шаткармы. Для умственного здоровья используются расслабляющие и дыхательные техники. А духовному же здоровью способствует концентрация и медитация. И если продолжить тему здоровья, то появление болезней говорит об энергетических нарушениях в нашем теле, а они в свою очередь наступают в результате нашего неправильного образа мыслей, жизни и действий. И вот асаны и йоги помогают устранить зажимы и блоки в теле, тем самым освободить энергетические каналы и устранить энергетические нарушения. Шаткармы, в свою очередь, помогают очистить внутренние органы и наладить их правильную работу. В результате тело возвращает себе физическое здоровье. Когда тело выздоравливает и его больше не волнуют, не донимают боли, дискомфорты, внутри наступает покой. Ум перестает беспокоиться о теле, мышление становится более гармоничным, позитивным, а внутри появляется радость, хочется ставить цели, достигать их, то есть следом за телом происходит исцеление ума. Но асаны играют здесь только частичную роль. Важно понимать, что полноценному, полному исцелению ума и тела, невозврату к болезням помогает прийти следование базовым принципам жизни и развития, которые лежат в основе понимания сути йоги, которые рассматриваются в разделах яма и ньяма. Об этом мы тоже будем говорить в нашем курсе. Но двигаемся дальше. Когда исцеляется тело и ум, у человека может возникнуть потребность в познании того, что находится за пределами самого человека, что еще есть вокруг него, какие силы, какие законы действуют во Вселенной, как достигается гармоничное взаимодействие человека с окружающим миром. Так он становится на духовный путь и приходит
к духовному здоровью. И напоследок затрону вопрос связи йоги и религии, который интересует многих и даже удерживает некоторых от того, чтобы встать на этот удивительный путь познания себя. Так вот, йога никак не связана с религиями. Здесь не используется аспект веры во что-либо или в кого-либо. Цели йоги мы уже обозначили выше, а в качестве инструментов используются вполне определенные знания, практики, техники и предписания к их выполнению. То есть в идеале занимающийся понимает при условии, что наставник это объяснил, что он делает, зачем он это делает и как это правильно делать. И далее в практике человек находится в спокойном наблюдении за состоянием своего ума и тела. И результат — оздоровления на всех 3 уровнях, уменьшение количества страданий, омрачений и, как следствие, жизнь, наполненная светом и спокойной радостью бытия. Именно к этим целям иду сам и помогаю тем, кто хочет того же самого. Присоединяйтесь, все ссылки внизу под видео. На этом у меня пока все. До встречи на практическом занятии. Свет и любовь вам!